Знаете ли вы, какой город считается родиной великого композитора Моцарта и также считается музыкальной столицей Австрии? Большинство ответит, что это Вена, и будут неправы. Зальцбург. Вот настоящая родина Вольфганга Амадея Моцарта и столица музыки. Так ее называют из-за проведения ежегодного крупнейшего летнего музыкального фестиваля. Конечно, жители Вены не всегда с этим согласны, но факт остается фактом. Зальцбургский фестиваль является одним из самых известных во всем мире. В его программу входят не только концерты академической музыки, но и целые музыкально-театральные спектакли. Зальцбург – уникальный исторический город, и его старая часть отлично сохранилась и в наши дни, и признана всемирным наследием ЮНЕСКО. В городе расположен древнейший женский монастырь, и не просто по всей стране, а во всех немецкоязычных странах. Даже само название города таит в себе исторический контекст. Зальцбург в переводе с немецкого означает «соляная крепость». Именно здесь много лет назад находились обширные месторождения каменной соли. Они и являлись основой благосостояния города. Находясь в Зальцбурге и не выезжая за его пределы, уже можно посмотреть местные природные достопримечательности. Парк Мирабель – образец ландшафтного дизайна 18 века, где было снято несколько сцен известного мюзикла «Звуки музыки». Перевал Герлашпас – одна из главных природных достопримечательностей, которая находится в Зальцбурге недалеко от региона Тироль. С этой горы открывается потрясающий вид на национальный парк. В 30 километрах от Зальцбурга располагается ущелье Ламерклам, в котором течет вода невероятного изумрудного цвета. Именно здесь, в Зальцбурге, находится американская международная школа IES, старейшая школа-интернат во всей Австрии. В ней учатся ребята от 12 до 18 лет. Культура, архитектура и предгорье Альп настраивают любого студента на достижение своих целей. В таком месте невозможно не чувствовать прилив сил и энергии. Для школьников проводятся экскурсии не только по Зальцбургу, но и по другим европейским городам. Вена, Мюнхен, Милан, Прага и другие. Все эти города расположены достаточно близко к Зальцбургу, а потому добраться до них поездом можно буквально за несколько часов. Так, например, поезд из Зальцбурга в Вену идет около 2,5 часов, а до Мюнхена даже меньше. 1,5. Программы школы построены так, что учащимся не успевает наскучить ее культурная деятельность. Да и многие дети могут быть не фанаты замков и садов. В таком случае у ребят есть возможность встать на лыжи и на сноуборд. Как только школьники посмотрят новые города и страны, они могут заняться зимними видами спорта прямо на месте. Здешние студенты учатся кататься на лыжах и на сноуборде, что неудивительно, ведь Австрия богата на горнолыжные курорты. Флахау – один из них. В 2013 году его соединили канатной дорогой с двумя другими курортами – Ванграйн и Санкт-Йохан им Пангау. Теперь общая зона катания здесь составляет 120 километров, из которых 81 красные, 30 синие и 4 черные. Для тех, кто пока сомневается в том, подойдет ему обучение в Зальцбурге или нет, школа также предлагает летние курсы иностранных языков. Ребенок может сперва приехать сюда летом на 2, 4 или 6 недель. Летом школа организует до 24 часов уроков английского или немецкого в неделю. Преподаватели – носители языков. А помимо учебной программы, летом здесь организуют также спортивные и развлекательные мероприятия. За время изучения иностранного языка на летних курсах у ребенка будет возможность посмотреть и сам город, и страну, и даже другие города Европы. Язык обучения в школе английский, а большинство преподавателей и сотрудников школы являются гражданами Соединенных Штатов Америки и, соответственно, носителями английского языка. Сама же программа обучения в школе является совместимой с американскими учебными заведениями и с учебными заведениями во всем мире. Выпускники школы могут подавать документы как в англоязычные вузы мира, так и в немецкоязычные вузы Европы. Что касается продолжения обучения в Зальцбурге, то в самом городе 4 университета. Зальцбургский, здесь расположены юридический факультет, факультет католической теологии, факультет культурологии и общественных наук и факультет естественных наук. Моцартеум, консерватория, Парацельсус, медицинский университет и Альма-Матер Европея, университет искусств. Вена – столица Австрии, а также город, занимающий вторую строчку среди лучших городов мира для жизни. У этого города богатейшая история, и здесь, кстати, издается самая старая газета в мире. Первые публикации газеты Wiener Zeitung мир увидел еще в 1703 году. Вена манит и очаровывает своим музыкальным наследием, и даже если вы не музыкант и никогда не планировали им быть, именно здесь можно услышать знаменитый реквием Моцарта и побывать в одном из величайших соборов и услышать это произведение на 5 органах. Здесь же проводится и знаменитый Венский бал.
о котором хотя бы раз слышали все, даже если и далеки от искусства танцев. А еще в Вене находится второй по величине в Западной Европе православный храм Русской Церкви – собор святителя Николая Чудотворца. И почему я уделяю такое внимание Вене, когда речь вроде бы о Зальцбурге? А речь здесь именно о возможностях. Если выпускник Зальцбургской школы не захочет продолжать обучение в Зальцбурге, у него всегда есть возможность выбрать один из выдающихся вузов Вены. Здесь расположены главный Венский университет, Венский технический университет, Венский экономический университет, медицинский, университет прикладных искусств, университет прикладных наук, а также университет Вебстер, частный университет, специализирующийся на таких направлениях, как бизнес, менеджмент, средства связи, информационные технологии и социология. И университет Модуль, базирующийся на специальностях, связанных со сферой туризма. Помимо того, что в Австрии находится большое количество топовых учебных заведений, страна также является родиной для множества известных во всем мире компаний. Соответственно, у выпускников австрийских учебных заведений всегда будет возможность продолжить свою карьеру в одной из этих компаний. Сваровский. Бизнес имеет глобальный охват около 3000 магазинов в 170 странах, более 29 тысяч сотрудников и оборот около 2,7 миллиардов евро. Red Bull. Офис расположен как раз в Зальцбурге. Также представлен в 171 стране мира. В любом случае, независимо от дальнейшего выбора университета и карьеры, можно определенно сказать, что в American International School атмосфера дружелюбная и заряжающая на дальнейшие успехи. Студенты школы всегда находятся под присмотром квалифицированного персонала, поэтому можно не беспокоиться за уровень их комфорта и безопасности. Опыт проживания и обучения в другой стране вместе с ребятами со всего мира обязательно поможет в дальнейшем, во взрослой жизни. Научит общению, прокачает знания английского и немецкого языков, подготовит к поступлению в высшие учебные заведения.